23 августа. Солнце, горы, внедорожники. И это значит, что мы начинаем свой следующий поход. Новый, но по старому маршруту, по которому мы ходили в 22 году. Но маршрут немного изменили, добавили пару озер. И сейчас стартуем. Идея похода – посетить все доступные озера национального парка Сомегрелла. Состав группы – 3 человека. Нам предстоит пройти 80 километров, 9 перевалов за 9 дней, включая 2 дневки. В первый день мы за 3 часа добрались из Батуми до села Мохури, где пересели в арендованную заранее полноприводную Делику. Уже через 2 часа мы были на перевале на Тепуру, откуда и начали наш поход. Ты снимаешь, как мы превозмогаем? Ты превозмогаешь? Ну, пока нет, пока еще легко идем. Миша, ты превозмогаешь? Наслаждаюсь. Вот так, взял с собой спортсменов, никто не превозмогает. Все наслаждаются. И как после этого в походы ходить? С кем вообще? Детей надо водить, наверное, в походы все-таки. Да. Ладно, посмотрим, что они скажут на перевале. Тоже легкий ручей. Оттуда. Перевал на Тепуру. Под речком. Как-то так. Там. Вот туда. Так вот. Сюда. И вот первый перевальчик. Минимальной категории. Вот здесь. Первый день нам предстоит пройти около 8 километров от перевала на Тепуру до живописного озера Оходжа. Вы превозмогаете? Чуть-чуть. Стараемся. А Миша даже не дышит. Не, пусть мне нормально. Третий привал. И как оказалось, на работе выгорели не только мы, но еще вон та стая туристов. Всем тяжело. И нам тяжело. Тебе тяжело? Ну, когда сижу, нет. Да, будем сидеть. Что движет этими людьми, кто знает. Для чего они это делают? Так, нам вон туда. Почему-то эта группа туристов решила подниматься не по тропе, а рядом по травке. Ну, это их дело. У всех разные стили. Миша предположил, что они наказаны. Возможно. Вот нам туда. Но это еще не сам перевал. Это выход на место, где уже будет предперевальный взлет. То есть там еще будет взлетик небольшой на перевал. Вот. И в целом такая вот красота у нас тут. Катя мемуары уже пишет. Я рисую тот камень расколотый.
Расколотый камень. Ну как ощущения? Я очень устала. У меня уже болит все. На сколько из 10? Ну, на 4. Что? Ну, и ты что, больше уставала по жизни вообще? Миша, ты как? Я уже почувствовал, что маршрут составлен грамотно и больше нам идти не надо, чем указано. Ну, вначале были сомнения, да? Да, вначале казалось, что будет проще. Я уже забыл, что такое идти в гору с 20 килограммами за спиной. Даже чуть больше. Да, такая нелегкая доля. Но это все равно лучше, чем сидеть в офисе за столом. После офиса у меня 200 из 10 усталость. Короче, подходим под перевал. Уровень задолбанности 9 из 10. Не ходите в горы. Не ходите в горы редко, я хотел сказать. Ходите чаще. Честно говоря, первый день, как я и ожидал, меня рубит. Потому что ты на Руби программируешь. Потому что я на Руби программирую. Красиво ты. Забрались на перевал. Ну, честно говоря, было тяжелее, чем в прошлый раз и чем ожидалось. Кое-как зашли на этот перевал. А тут знаете, что на перевале? Вон, смотрите. То есть пока мы тут превозмогаем и забираемся на привал, некоторые заезжают на него. Вон, моцик. Кто скачал по звуку мотора? Да. Все-таки не отдохнем мы от городских звуков, моторов. Ну что, утро следующего дня. Вчера неожиданно я забыл выключить запись, когда мы на Снежнике находились, и камера разрядилась, поэтому ничего вечером не записали. Вот. По итогу мы спустились вчера вот с того перевала по Снежнику. Сам спуск достаточно легкий был. Самое сложное было это последние метры подъема на перевал. Вот, там лично я превозмогал. Вот. Как, Миша, ощущения от перевала? Не очень сложно, но интересно. Нормальный. Можно пройти. И сегодня стартуем к перевалу, к озеру Тоболарчхили. Самое большое озеро этого региона. В целом путь недолгий, 4-5 километров будет. И день должен быть достаточно легким. Вот. Миша у меня забрал веревку, видите? Потому что я уже сдаю позиции. Потому что у кого-то слишком легкий рюкзак. Да, сегодня взвесили, кстати, сейчас рюкзаки. У Миши 22 с копейками получилось, у меня 23 и у Кати 18. Вот. Так что сегодня я немножко в облегченном варианте. Буду отдыхать и чилить всю дорогу. Наверное. Все, выдвигаемся. Во второй день мы планировали пройти около 3,5 километров и остановиться на полудневку на озере Тобо-Варчхили. Но из-за плохого прогноза погоды на следующий день мы решили пройти еще 2 километра и остановиться на озере Калали-Штоба. Первый привал второго дня. Подходим под перевал на озеро Тоба.
Пока все хорошо идется. Превозмоганий вроде никого нет. Если это как веревка. Не чувствую. Пока. Ну, первый перевал. Все впереди. Вот, Катя, ты как? Ну, мне сложно. Сложнее, чем вчера. Ну, Вчера шли, сначала очень много было спуска, и это, ну, я успевала как бы разойтись, а тут мы сразу начали с подъема, и все, идет сплошной подъем. И такое сложно, когда нету такого разогрева никакого. ну, Катя, в принципе, акклиматизация приходит только на второй-третий день, поэтому сложнее. У меня, наоборот, первый день самое сложное. Потом организм акклиматизируется быстро. Так что будем идти вперед. Но вы сидите дома и отвечайте. И смотрите это прекрасное кино. Подошли уже к подъему непосредственно на перевалы. Здесь сначала пойдем по снежнику, потом небольшая проталина, там по камням, наверное, заберемся, и уже перед самим перевалом тоже снежничек будет. В целом здесь ничего сложного, за одну ходку легко проходится. Пока лайтово, и в целом есть идея сегодня не останавливаться на Тобе, а свалить сразу туда, к озеру, не помню как называется, похоже на Клевер. Из-за того, что завтра по прогнозу обещают дожди, и чтобы сэкономить нам немного времени. Ну что, вы превозмогаете? Нет, мы наслаждаемся. По-прежнему наслаждаемся. Вот, перевал, в общем-то. Если идти следующий маршрут, то вон низкая перемычка, это следующий перевал. Метров. Ну, почти трешка. Перевал к озеру Тоба, 2916 метров. Вот. Сейчас будем спускаться. Упала. Все нормально? Да, мягко. Просто вот раскорзила до попы. Я это заснял, все нормально. Да? Самого не зря. Ну что, в итоге вот тропа к озеру. Но мы решили, что чуть-чуть изменить план и сегодня уже спуститься к следующему озеру, чтобы если завтра будет плохая погода, а завтра обещают плохую погоду, чтобы не терять время. Вот. А на обратном пути мы все равно будем проходить через это озеро и уже станем тут в любом случае. Ну что, 2 перевала за полчаса. Это вам не шутки. Я Эльбрус вижу. А вон Эльбрус. Ничего себе, как рядом. Он вообще как будто прям тут. Может, до него надо дотопать. Ух.
без особых проблем взяли следующий перевал. Наверное, минут за 25. Вот. Сейчас отдохнем. Может, перекусим. И будем спускаться вниз уже к озерам. И здесь офигенный вид на Эльбрус. Начали спуск с перевала. И уже открылись виды на следующее озеро. Сделали радиалочку на очередное озеро. Рюкзаки оставили на тропе. А сами просто быстренько подошли посмотреть, полюбоваться красотой. Ну вот как-то так. Спускаемся уже к нашему 4-му озеру за поход. На нем мы планируем остановиться и завтра пойти радиалку к 5-му озеру. Цешки-Були или что-то такое. Точное название не помню. Вот уже открылись виды на наше озеро, где мы будем уже стоять, где мы будем ставить палатку. И завтра целый день на нем стоим. А потом дальше у нас следующий перевал к озеру Лакмураш. Ну вот мы пришли на озеро, поставили палатку, готовим обед. Мы уже искупались. Уже искупались, да. Ну, хорош, хорош. Как вам водичка? Класс. Хочется еще теперь. Давай. Вот, а завтра нам вот на тот перевал. В походе важно соблюдать правила. Если кто-то есть чеснок, то чеснок едят все. Вот, Миша всех угостил. Так что заправляемся, чтобы не заболеть. Ну и закусываем вот таким пюре. Белорусским пюре с белорусской тушенкой. Самый лучший тушенка. Вот. Утро 3-го дня. Над нами распогодилось. Но все меняется по минутам, по секундам. Там он уже туча набегает. Но самое главное, что у нас случилось из-за утра, это, во-первых, вкусная овсянка. Во-вторых, в баллоне с газом расплавился клапан и поплавилась сама горелка. Миша успел выбросить проколотый баллон, с которого выходил газ, прям в озеро. Вот он до сих пор еще шипит. Вот можете наблюдать. Было немного опасно, но красиво. Так что у нас -1 баллон газа. Но у нас еще есть 2. И плюс горелка, которая немножко протекает, наверное. Так что будем смотреть. Все. Пожелайте нам удачи. На 3-й день мы запланировали радиалку вокруг озера Цакацкари-Штоба. На мой взгляд, это самое живописное озеро региона. Только стартанули к озеру, которое называется Цакацкари. И все, нас накрыло облако. Озеро уже не видно, нашей палатки не видно. И уже не видно пути. Пойдем по приборам. Вот. В целом нельзя ходить в такую погоду, но нам, в принципе, тут недалеко. Если что, мы всегда развернемся.
Все, начинается дождь. Не успели дойти до самого перевала. Ну, пройдемся немного под дождем. Все, поднимаемся уже на перевал. Ну как? Понимаешь, что пешком на 16 этаж были не зря. Пожалуйста, не путайся. Я тебе распутаю. О. Ну не идеально еще, не идеально. Все, спустились до озера Цашкибули. Как-то так. Бирюзовое озеро. Из минусов все в облаке стоит, поэтому полной панорамы мы не наблюдаем. Но уже видели утку, которая здесь плавала. Непонятно, что она здесь ест. Реально теплая вода. Вроде не ледяная, да. Миша? Такая, не как в ручье. Не ледяная. Такая приятная. Ну, полотенце все равно надо. Потренировались спускаться дюльфером. У Кати это был первый раз. Катя, твои ощущения? Я поранилась, это во-первых. Во-вторых, нельзя совать пальцы в эту штуку. В 8. А так, ну, легкий был склон. Такой для новичков. Миша? Вспомнил детство. Интересно было. Да. Так что по чуть-чуть поход носит и обучающие нотки. Общеразвивающие. Он даже виден уже этот. А вон смотрите, водопад какой. Потрясающая спина. Так, пошли за веревкой полезем вверх. Подъем и спуск занял у нас час 16. Это учитывая, что мы еще тренировались спускаться дюльфером. То есть какое-то время это заняло. Поэтому за час вполне реально не быстрым темпом, средненьким дойти. Да. Вот по этой линии мы спускались. Итак, как определить, что человек выгорел на работе? Легко, смотрите. Уверен? О, офигеть. Пускаем айсберги. Оп. О! Хочу, чтобы он толстой частью наверх был, но он вообще А на так бок. не будет. Ну ладно. Центр тяжести. Первый айсберг в Грузии. Можешь назвать его каким-то именем? Это будет беляш.
вернулись с радиалочки. В итоге радиалка заняла 4 часа. Мы обошли вокруг озера Ташкибули. Посидели, порисовали, почилили, отдохнули, поучились дельфирять, жумарить и вернулись. И сейчас полудневка у нас получается. Облако до сих пор висит. Все как и в прогнозе было. Будем надеяться, что завтра это все уйдет. Если вы забыли дома спальник, не беда. Всегда можно найти способ. Рюкзак всегда выручит. Ну а сверху просто куртку накинули, да. Такая вот туристская философия. Утро 4-го дня. Как слышите, мы под дождем. В нашей практике это называется отсидка. И походу сегодня у нас дневочка еще одна. Будем пережидать дождь. Потому что порывы достаточно хорошие дождя. Это нормально в нашей практике. Мы периодически практикуем такое. Все, ждем. Дождь закончился. Мы смогли позавтракать. И теперь ожидаем, что будет с погодой дальше. Непонятно. Ну и в процессе ожидания кто чем занят. Кто-то йогу делает на берегу озера. Кто-то решил прогуляться вверх до камня, а кто-то просто снимает всякие видосы. Ну а нам завтра туда. В 4-й день, когда дождь наконец прекратился, мы спустились в долину реки Коби, где и заночевали. 4-й день. Все-таки решили сегодня не мять жопу, а после обеда спуститься в долину, чтобы сэкономить время нам на завтрашний подъем. Вот, примерно сэкономим 1,5 часа себе. Сегодня переночуем в долине, а завтра уже пойдем вот этот перевальчик. Ну и чтобы не тащить с собой лишний груз, потому что мы возвращаемся по этому же пути, оставили заброску с едой на последние 3 дня. Вон там под камнем, в зарослях рододендрона. Надеюсь, медведь не найдет ее. Вот тут развилочка на озеро Цакацкари. Это в ту сторону, на перевал, куда мы вчера ходили. Налево это на озеро Табуарчхели. Это откуда мы пришли. Ну а нам в сторону Каиши. Вот, начинаем спуск. Все, пришли на место. До нас здесь уже кто-то был. Вот, поэтому вытаптывать траву нам уже не надо. Осталось поставить палатку. Вот такой камень красивый здесь. И самое, что замечательное, это вот вид на эти водопады красивые. Ну, конечно, на камере вы их не так впечатляетесь ими. Но в жизни, поверьте, они классные. Вот, а завтра
нам вот по этому хребту наверх до перевала. В пятый день нам предстоит набрать около 900 метров и пройти живописный маршрут по хребту до озера Лакумураш. Как вам перевал? Вы еще ж не перевалили. Осталось меньше половины. А где сложный маршрут, который обещали? Вот уже виден предперевальный взлет, последний подъем перед перевалом. И мы тут все такие свежие. Дошли до перевала. Здесь имен перевалов нету, поэтому мы назвали его Змеиный. Вон там, вон Каиши где-то. Эльбруса не видно. А вот это сам перевал наш. Вот так вот мы шли. Зашли на хребет. Вот. Все бодрые, веселые. Миша уже словил интернет. Уже сделал созвоны все. Вот. Эльбруса пока не видно, он вон там где-то в дымке. Вот. Вот там наше предыдущее озеро. Ну а нам идти ровно по этому хребту. Озера все нет. Озера все нет и нет. Вот мы уже увидели озеро и такие красивые скалы. Надеюсь, тут есть источник воды, потому что озеро явно не питьевое. Вот озеро Лакумураш, а вот небольшое озеро повыше. Пришли на озеро. Ваши впечатления? Замечательно. Сломал, как нравится. А мы добрались. Ну, нормально. Не промокли? Да. Ты что же окунулся?
Все, нашли стоянку. Очень удобно, очень хорошая. Со всех боков природные стеночки. Вот. Да, мы будем... Ну как, сегодня превозмогали? Нет, будем в горной колыбели спать. Миша, что скажешь по поводу сегодняшнего? Завтра, да. Сегодня интересно. Очень крутая тропа. Да, разнообразная. По этой стене мы шли. Вот так вот. Шестой день, 28 августа, в Грузии выходной, праздник, а мы стартуем обратно с озера Лакумыраш к озеру Табуарчхили. Сегодня по километражу самый сложный день, самый напряженный. Первая часть будет включать движение по хребту, очень интересно, ну а дальше уже длинный спуск и длинный подъем. И черника. Да. И гроза, возможно. И брод. В шестой день нам предстоит вернуться к озеру Табуварчхили. Чтобы не идти ровно по тому же маршруту, по которому мы шли вчера, мы решили разведать альтернативный вариант спуска. Мы сейчас разведывали два новых перевала в поисках альтернативного пути вниз, чтобы обратно не идти по хребту, а возвращаться по долине. Вот. В целом наметили один альтернативный путь. Наверное, сейчас и мы пойдем. Самое сложное будет со старта спуск с перевала, там метров 100, наверное, самое сложное. А дальше просматривается довольно пологая долина, в которой можно быстро и спокойно идти. Вот. Сейчас попробуем. Если что, у нас веревка есть. Ну а там виднеется Эльбрус. Шли вдоль скалы. Вот так вот. В целом, если найти достаточно много зацепок. Дальше наблюдается вот такой достаточно крутой спуск по кулуару. Мы сбегаем вместо ручья.
Все, мы спустились с перевала. Спуск занял час 10. По ощущениям немного сложнее, чем в комплексе идти перевал Змеиный плюс хребет. Но намного интереснее и красивее виды. Вот. Сейчас принимаем ванны, чтобы ноги остыли. И пьем воду. Береги дрон. Как тебе перевал? Очень классный. Ты постоянно в каком-то экшене, и из этого ты не устаешь. Ты даже не чувствуешь, что ты вес несешь, у тебя просто сплошное приключение. Я такое больше всего люблю. Я не люблю, когда идешь просто вверх, ну, не возлагаешь, только тянет. Это мне не нравится. А когда вот себе спуски, обрывы, держаться руками, мне вот это больше всего нравится. Ну, а в чем была польза нашего такого спуска импровизированного? Во-первых, красивые виды на такие вот водопады. А во-вторых, мы не теряем высоту и выходим ровно на тропинку к озеру. То есть нам не надо лишний раз потом будет подниматься. Я называю это тактикой. Как бы это громко не звучало. Все, мы вышли на тропу, замкнули кольцо нашего трека. Получается, стартовали мы возле того камня, шли вверх на хребет, вот так по хребту, спускались за хребтом на озеро, там ночевали и потом с перевала по долине шли сюда. Вот такое кольцо. Сейчас нам остается подняться до озера Калалиши, там забрать нашу забросочку, где спрятано 3 дня еды, и дальше подняться до озера Тоба. Вот. Как настроение? Самый лучший день. Самый интересный день. Все дни интересные, но по сути. Вот и само озеро Калалиш-Тоба. Мы пришли, будем обедать. О! Как водичка? Прекрасно. 5 часов. Мы пообедали. И будем покидать озеро Калалиш-Тоба. И отправляемся на озеро Тобо-Варчхили. Все, мы уже на перевале. В итоге зашли вместо планируемых 2 часов за 40 минут. Только вот планирование 80 уровня. Вот. В итоге оставляем за собой виды на Эльбрус. Ну а перед нами открывается озеро Тобо-Варчхили. Вот. Сейчас немного отдохнем, будем спускаться, ставить палатку и ужинать. Все, в итоге 6:20. Мы пришли к озеру, будем ставить палатку. Как впечатления от дня? Очень замечательно. Насыщенно и разнообразно. Прокладывали маршрут, исследовали долину, исследовали перевал новый. Вы что скажете? Очень классно. Как будто бы столько же эмоций, сколько от всех предыдущих дней. Сложно даже переварить и вспомнить все, что было, потому что было очень много всего.
Очень классно. Ну и мне понравилось. Все, короче, ставим палатку, готовим ужин и отрубаемся спать. Итак, утро 7-го дня, 29 августа. Мы проснулись, позавтракали на озере Табуарчхили и сейчас направляемся на озеро на перевале Акары по направлению к Скури. Вот. Настроение отличное, самочувствие тоже. Уже с Мишей сегодня искупались. Так что планируем, что маршрут будет около 6,5 километров. Вот, и я думаю, что в принципе до обеда мы должны дойти и отдыхать. Все, стартуем. По плану, в 7-й день нам необходимо от озера Табуарчхили подойти под перевал Акара и остановиться около безымянного озера. Но сделать это у нас так и не получилось. Дошли до водопада под озером Табуарчхили. Вот такой водопадик. Достаточно высокий. Тропа от озера такая каменистая. Не самая приятная, но в целом ничего сложного. Вот. Сейчас уже пойдем траверсом по склону в следующую долину. Дошли до домика пастухов. Вот он. Ну а нам выше, вот туда, на перевал Акары. Вот. Сегодня осталось подняться метров 500-600. Прошли хатку пастуха. Она оказалась не очень гостеприимной. На нас выскочили собаки. Отзывал их пастух не очень-то и активно, честно говоря. Возможно, он нас прогонял. Возможно, да, прогонял нас наоборот. Камнями кидали. Очень такой. Поэтому Слово «моди» не прозвучало ни разу. Поэтому обошли траверсом по склону, вернулись на тропу и сейчас сделали привал. Вот нам дальше туда. Ну а собака за нами наблюдает, стоит там одна. Вот. Как-то так, будьте внимательны. Потому что эта хатка находится прямо на тропе, достаточно оживленной. Начинаем подъем на перевал Акары. Ну, в принципе, нам туда. Мы пришли на озеро, которое находится под перевалом Акары. Но по факту оно высохло. Сегодня 29 августа. И от озера ничего не осталось. А я купальник с собой несла. По всей видимости, это ледниковое озеро. Снежника уже нету. И озера нету.
поэтому пойдем становиться ниже, ближе к перевалу Акары. Вот. Это все, что осталось от озера. Сходили к вот такому выветренному камню. Все, пришли на место. Из минусов здесь нет источников воды, все пересохло. И у нас хватит только на обед и на ужин. Посмотрим, может мы после обеда и захотим еще спуститься назад, набрать еще воды. Либо уже дотерпим и завтра пойдем без завтрака и до источника воды. Вот. Озеро пересохло, и в целом здесь такой сухой цирк. Вот. Будем ставить палатку, обживаться и обедать. Рубрика «Очумелые ручки». Если вас достает солнце на обеде, возьмите подстилку под палатку, 4 трекинговые палки и соедините в такую конструкцию оригинальную. Теперь у вас есть такая тень хорошая, где можно спрятаться от зноя. Пользуйтесь. Мы пообедали, и было принято решение сходить вниз за водой примерно на 2 привала назад. Вот, набрать воды, чтобы уже спокойно поужинать, позавтракать и ни в чем себе не отказывать, с полными силами пройти завтрашний день. 8-й день, 6 утра. Мы встали пораньше, чтобы пожареть и поменьше. Готовим завтрак. Вот. К последнему дню такие у нас порции завтрака, можете наблюдать. Ну еще будет рис. Как можем, рекламируем Мише гематоген белорусский. Очень вкусный. Теперь будем постоянно его кушать. Так, компания Exxon. Вы поняли, да? Все. Сейчас завтракаем, собираемся и идем на перевал. Тут до перевала нам часика, наверное. И потом идем вниз. Подъемов уже таких не будет. Будет небольшой подъемчик в конце. Итак, мы позавтракали, собрались. Сколько времени? 8 часов. И мы стартуем на перевал Акары. И сегодня планируем уже спуститься ниже зоны леса. Вот такой вот наш предпоследний день. В 8-й день нам предстоит пройти перевал Акары и спуститься в зону леса, до шелтера Кернахона. В 8:20, и мы уже на перевале. Вот. Такое красивое сердечко здесь. Сердечко. Вот такое красивое. Так еще красивее стало. Вот. Перевал оказался легким.
в целом средненьким темпом 20 минут. Ничего сверхъестественного. С перевала уже открываются, видно деревни местные. И вроде как в самом далеке можно, наверное, и море разглядеть. Ну, мне тоже кажется, что там Вот. Ну все, теперь у нас остался только спуск. Вот там вот виден кусочек водохранилища, на котором стоит Ингушская ГЭС. Ингурская ГЭС. Самая большая ГЭС в Грузии, которая дает, если я не ошибаюсь, 80% энергии страны. Сегодня у нас 1,5 километра спуска и 500 метров набора. Вот так. Первый привал. Опять встретили хижину пастухов. Лай собак, поэтому решили обходить вниз по склону, чтобы собаки нас не заметили. Вот. В целом уже вышли на тропу, благополучно обошли эту хижину и продолжаем движение. Осталось 9 километров. Такие мостки необычные. Для лошадей, наверное, сделали. Остановились искупаться в таком водопадике. Вот. Сейчас стоим, остываем. Очень классно посреди маршрута иметь возможность окунуться. Итак, 2:30 мы удачно достигли финальной точки, Place Кирнахона, кемпсайт, и все, отдыхаем. Во знаменование финиша похода группа решила сделать торжественный костер праздничный. Смотрите, сколько дров натаскали. Я не сделаю. Надо ставить. Все тяжелое еще. Не, она такая прям, знаешь, мощная. Попробуй чуть-чуть накинем. Делаем. Ой. Банка свалилась, надо ее поставить в середину. Она еще не сгорит. Итак, мы завершили основную часть похода. Завтра у нас просто выход с маршрута. 20 километров по лесной дороге до Скури. Поэтому основная часть похода завершена. Можно делать уже какие-то выводы. Вот такой вот праздничный костер. Это не я горю, это костер сзади горит. Поэтому можно подводить какие-то итоги. Маршрут вообще замечательный. Я не ожидал, что будет такая красота и что эти места настолько сказочны.
Маршрут составлен великолепно, по силам всем участникам, ни больше, ни меньше, то, что надо. Было где устали, быстро засыпали, был целый ходовой день у нас. Было места, где не просто было лезть, особенно мне, там, где отвесные стены были. Мы шли над отвесными обрывами, нас вел Александр. Вот. Ну, все было просто великолепно. Может, какие-то минусы? Мы в целом восприимчивы к критике конструктивной, поэтому... Минусы тут каждого формирует поход так, как он привык, поэтому у меня просто некоторые моменты там по раскладке были. Например, у нас масло не добавлялось в кашу и остальные моменты. Это очень облегчало мойку посуды и канов. Это просто было бы невероятно сложно отмывать посуду, если бы мы готовили так, как готовили в наших походах, в наших тургруппах, куда я ходил. Ну вот, а в остальном, не знаю даже. Тут все великолепно. Палатка прекрасная, хорошо сделанная. Вот. Я по мере движения вел ошибки, исправление ошибок над своим снаряжением. Буду в следующий поход еще более подготовлен. Учту все моменты, которые я не учел после большого перерыва, который у меня был. В такие походы я не ходил уже 9 лет. Вот. Ну, я очень рад, что сходил. Буду рад продолжать ходить с Александром, с Екатериной. Вот. Да, взаимно. Мне больше всего понравилось, что было разнообразие. То есть у нас были и участки, где нужно было по большим камням идти, и где нужно было вдоль скалы с элементами скалолазания пробираться, и где по траве, и где по скользкой глине, и где по сухому песку, который очень скользит. То есть мне вот это разнообразие больше всего нравится. Когда ты переключаешься с разной поверхности и так далее. Ну, в общем, типа того. Потом мне понравилось, что у нас было целых 2 костра. Это второй. Потом еще мне понравилось, что это первый поход, когда у меня рюкзак в первый день, когда он самый тяжелый, но при этом я его не ощущала. Я не знаю, это я более подготовленный или я как-то уже привыкла, как его правильно закрепить. Ну, в общем, из-за этого я больше всего кайфовала, что я каждый день, начиная с первого, не ощущала веса рюкзака, хотя он был приличный, больше, чем предыдущие походы. Что еще понравилось? Понравилось, что нам повезло очень с погодой. Дожди были именно в те дни, когда нам, наверное, нужно было немножко отдыха, немножко выспаться, поотдохнуть. И потом все остальные дни у нас погода была отличная. То есть мы ни разу не промокли. То есть все дожди мы просто переждали в палатке. И не нужно было идти и потом одевать мокрую одежду. То есть у нас все время была сухая одежда, сухая обувь. Это очень классно. Третье, это то, что это самый теплый поход. У меня был спальник теплее, чем обычно, но на самом деле, наверное, даже со своим старым спальником я бы не замерзла. Очень теплые ночи. То есть вот мы сидим вечером, уже солнце давно зашло. Даже если это дует костра, мне все равно не холодно без куртки. Я такого не припомню. Обычно чуть-чуть солнце село, и все, я уже вся закутанная, и вообще невозможно просто уже находиться на улице. А тут мы даже звезды смотрели прямо из палатки. Тоже классно. Вот. Еще мне понравился наш состав. То есть мы шли в бодром темпе. Мне это нравилось. То есть не нужно было замедляться. Очень классно. У нас было много потом времени на отдых. Я успевала порисовать потом, когда мы уже приходили и ставили палатку.
Вот. Не понравилось мне то, что одно из озер высохло. Из-за этого у меня не получилось постирать одежду, когда я этого очень хотела. Вот. Что еще не понравилось? Ну, не знаю. Ну, все остальное это такие мелочи, ты про них забываешь. То есть, там, то, что в первую ночь там музыка мешала спать, ну, это... Потом такое каждую ночь у нас. Так что я не отношу это к минусам. Это просто вот такие нюансы. Типа злых собак и так далее. Ну и, наверное, подытожу я. Начнем с минусов, которые я выделил. Первый минус, наверное, это то, что брать веревку и обвязки, наверное, не стоило. Мы в итоге тащили ее весь поход. Использовали один раз, чтобы потренироваться, но в целом, наверное, это больше мешало, чем помогало где-то. Ну, хотя, с другой стороны, это послужило хорошей подстраховкой при нашей разведке и спуску по новому перевалу с озера Лакумураш. Не имея, наверное, при себе веревки и обвязок, было бы сложнее решиться на этот путь. Потом, из минусов еще в подготовке я бы отметил, что необходимо брать с собой больше солевых таблеток, либо регидрона, ну и таких всяких подобных БАДов, которые будут в жару помогать. Также для следующего похода я бы взял на пробу сушеные лимоны. Вот. Миша в этот раз взял свежий лимон, и первые 3 дня, наверное, он у нас очень классно заходил. Это было очень-очень-очень. Вот. Также хорошо показал себя чеснок, который Миша взял. Вот. Шел он тоже хорошо. Давайте по плюсам пойдем. Понравилась наша разведка нового маршрута с озера Лакумураш на озеро Калалиш-Тоба. Я считаю, она удалась. Мы прошли новым перевалом. Мне кажется, что таким маршрутом еще никто не ходил, это озеро. Поэтому треки будут в описании, можете посмотреть. Что еще из плюсов? Из плюсов также могу ответить состав группы. Группа достаточно спортивная, не было явных каких-то явных задержек из-за физической формы людей. Все шли по своим силам. Миша, наверное, шел по нашим силам, потому что он явно мог быстрее и сильнее. Но в целом вся группа отработала, я считаю, слаженно. И не было ни одного конфликта. Во всяком случае, я не видел ни одного конфликта в нашей группе. Также к плюсам, что еще можно отнести? Прекрасные виды, прекрасные озера. То, что на всех самых красивых озерах было мало народа. В основном весь народ оседает на озере Табоарчхили и на озере Оходжа. Вот. А все остальные озера практически свободны от праздных туристов. И можно вдоволь там отдыхать спокойно, без музыки, без шума. Вот. И в целом было очень классно, классная атмосфера. Лично я отдохнул очень хорошо и очень доволен всеми участниками, в частности собой. Так что всем рекомендуем этот район для хайков. Ходите в походы и всего вам классного.
приятно.